Я как раз думаю о том, что у меня мама, ей 83 года. И она обычно думает, где в мире я сейчас нахожусь вообще. As you know, the feeling that the mother has for the child is used as an example of the closest thing in the material world to pure love. Вы знаете, что вот этот пример того материнской любви является тем самым примером, который используется для того, чтобы немного обозначить любовь живого существа по отношению к Кришне. The mother goes through the inconvenience of carrying the child in the womb and the pain of childbirth. Мать испытывает большие неудобства и трудности, нося своего ребенка в чреве, и затем проходя через мучительные роды. Nurturing the child. Затем она вскармливает дитя. The child throws up on the mother cleans the child's waist. Ребенок вырастает, и маме приходится затем подмывать своего ребенка. Very selflessly. И она делает это очень бескорыстно. So, that is used as an example of unmotivated love. Этот пример используется как пример такой немотивированной любви. Of course, there is no unmotivated love on the material platform. Конечно же, на материальной платформе нет такой концепции, как немотивированная любовь. Every relationship on the material platform always has some expectation of payoff. Все взаимоотношения на материальной платформе подразумевают под собой ожидание того, что когда-то я получу расплату за свои действия. So, mothers also, they expect a payoff. Матеря также ожидают такой выплаты по счетам. They want reciprocation, appreciation. Они хотят взаимности, они хотят, чтобы дети их оценивали, ценили, были благодарны. Or as my mother says, I just want to know where you are in the world. Или как моя мама обычно мне говорит, что мне ничего не нужно, мне нужно только просто, чтобы я знала, где, в каком уголку мира ты сейчас находишься. I say, well, what is the use in me telling you that? Because by the time I tell you where I am, I have changed locations. И я обычно говорю, какой смысл мне говорить тебе о том, где я сейчас, потому что к тому времени, когда я закончу тебе говорить, я уже окажусь в другом месте. So I can just imagine how they'll present the situation now. И поэтому вот сейчас я думаю, что же мне ей рассказать, где я сейчас нахожусь. Mother, I always wanted to go to Moldova. Мама, ты знаешь, я всегда мечтал о том, чтобы попасть в Молдову. My life was not complete without visiting Moldova. Моя жизнь не была бы завершенной, если бы я не посетил вашу жизнь в Молдову. She always complains. Why do you never come home and you spend time with all these strange people in strange places I never heard of? Она всегда жалуется. Ты никогда не бываешь дома, ты всегда проводишь время с этими странными людьми, которых я никогда не вижу и знать не хочу. So let us discuss the nature of pure love tonight. Давайте сегодня вечером поговорим о природе чистой любви. Because the kind of love that you'll find in the spiritual world, especially in the topmost portion of the spiritual world, there's not even any spiritual expectation for benefit. What to speak of material benefit? Потому что вид любви, который вы найдете в духовном мире, особенно в высшей сфере духовного мира, эта любовь заключается в том, что человек не ожидает даже какого-то грамма расплаты за свои глубокие чувства. We can't conceive of that. И мы не можем даже себе представить такого рода любовь. One problem with material existence is that we think we know certain things. Проблема материального существования заключается в том, что мы считаем, что мы знаем какие-то вещи. We think we know what is love. Мы считаем, что мы знаем, что такое любовь. We think we know what is pleasure. Мы думаем, что мы знаем, что такое наслаждение. We think we have some kind of expertise and competency. Мы считаем, что у нас есть глубокое понимание и компетентность в определенных отраслях. True humility doesn't simply mean to go around making pranams. Истинное смирение не выражается в том, чтобы просто ходить вокруг и вот так вот сгибаться в пранаме, перед всеми. I am so fallen. Прабху, я такой падший. Prabhu, I am the worst. Прабху, я самый худший. Actually,
There's an interesting Sanskrit word for humility. Dainya. Есть очень интересное слово, обозначающее смирение на санскрите. Оно звучит как дайня. Dainya means you think that you truly feel yourself to be low. But meanwhile, everyone else can see that you have so many devotional expertises. Дайня заключается в том, что вы на самом деле чувствуете, что вы очень низкий, падший, но при всем при этом все окружающие вас люди, они видят, что у вас есть множество замечательных качеств. So it's not like an indolent or lazy kind of humility. То есть это не какая-то вот такая вот ленивая, не какой-то ленивый вид смирения. Prabhus, I'm very fallen, I'm very low, so don't ask me to do any service. Прабху, я очень падший, очень низкий, не просите меня делать какое-то служение. You should expect that I cannot follow the process of bhakti because I'm too fallen. Но оно же ожидается, потому что я не смогу следовать процессу бхакти, я же самый падший. Lord Chaitanya is Patita Pavan, the deliverer of the most fallen, so that's why I'm not following properly, because then I'll be extra qualified for Lord Chaitanya's mercy. Господь Чайтанья известен как Патита Павана, спаситель самых падших, поэтому я не следую процессу преданного служения, иначе как мне достанется милость Господа Чайтаньи? No, dainya means that you truly see yourself as having no good qualities, but everyone else sees that you have so many expert things that Krishna has blessed you with. Дайня означает, что вы на самом деле чувствуете изнутри, что у вас нету никаких добродетельных качеств. Но все окружающие вас люди, они видят, что у вас есть множество подобных замечательных качеств. Those of you who went to the festival, remember Haridas Thakur's disappearance day. Те из вас, кто были на фестивале, вы наверняка помните день ухода Харидас Thakura. He presented his desire to Lord Chaitanya that he wanted to leave the world before Lord Chaitanya left. Он представил Господу Чайтанье свое сокровенное желание уйти из этого мира, прежде чем Господь Чайтанья покинет этот мир. But Lord Chaitanya protested. How can I go on without you? Но Господь Чайтанья запротестовал, как я могу уйти без тебя? You are the acharya of the holy name. Ты ачарья святого имени. What was Haridas Thakur's reply? Что ответил Харидас Thakур? My Lord, please don't speak such exaggerations. Millions of devotees are fit for sitting on my head. Мой дорогой Господь, не преувеличивай, потому что миллионы преданных достойны сидеть одновременно на моей голове. Please think about that bhava, that emotional, devotional state. Пожалуйста, подумайте об этой бхаве, об этом глубоком эмоциональном состоянии. What is my value? Simply that millions of devotees are fit to sit on my head. Если есть во мне какая-то цена, то она заключается лишь в том, чтобы миллионы преданных просто сидели на моей голове. Can you think of yourself thinking that way? Можете про себя так подумать. No, we think, I am fit to be carried on the heads of millions of devotees. Обычно мы думаем, что я достоин, чтобы миллионы преданных носили меня на своих головах. But the most exalted devotee, Haridas Thakur, doesn't think like that. Но самый величественный преданный Харидас Thakур никогда не думал так. He told Lord Chaitanya, if out of countless billions of insects, one insect is lost, who notices? И он даже сказал Господу Чайтанье, что если из миллиардов и миллиардов насекомых одно насекомое умрет и исчезнет, то в чем потеря? So this is the amazing thing about bhakti. The more qualified you become, the less qualified you think you are. И вот это самая потрясающая вещь относительно бхакти. Чем более квалифицированы вы становитесь в духовной жизни, тем менее квалифицированным вы себя ощущаете. And the less qualified you are, the more qualified you think you are. И чем менее квалифицированным вы себя считаете, тем более квалифицированным вы на самом деле являетесь. I don't think any of you have been to South America, but there is one country there which is known, the people are known for being very proud. Я не думаю, что кто-то из вас был в Южной Америке, но там есть одна страна, и люди там очень гордятся собой. Argentina. Это Аргентина. They have
it's a national characteristic to just think yourself to be very great and proud. Это национальный спорт. То есть люди считают себя очень великими и такими очень важными. So, one of my godbrothers made a joke. Один из моих духовных братьев даже пошутил. How do you make a high profit business? Как вы можете устроить высокодоходный бизнес? You buy Argentinians for what they're worth, and you sell them for what they think they're worth. Вы покупаете аргентинцев за реальную стоимость, и вы продаете их за ту стоимость, за которую они считают, что они стоят себя. Of course, I know here is different, yes. Конечно, я знаю, вы другие. Да. So let us try to understand this inconceivable characteristic of bhakti. Поэтому давайте попытаемся понять это непостижимое качество бхакти. It would seem natural that if you are great, you think yourself to be great. То есть это же естественно, если вы великий, ну надо же правильно думать о себе как о великом. You know about it, and everyone should know about it. Вы понимаете это хорошо, и все остальные должны это отлично понимать. But bhakti is not like that. Но бхакти не такое. The more Krishna that you have, the more you think you need. Чем больше Кришны вы имеете, тем больше вы считаете, что вы нуждаетесь в нем. Just like I think we explained on Haridas Thakur's disappearance day, the mood of the six Goswamis of Vrindavan. Я думаю, в день ухода Харидас Такура я уже говорил об этом настроении шестерых Госвами Вриндавана. They never acted like we have attained Krishna, we have reached our goal. Они никогда не вели себя таким образом, вызывающим, что мы достигли Кришны, мы достигли своей цели. No, Krishna was always just up ahead. They never got him. Нет, они всегда чувствовали, что Кришна спереди где-то, они так его никак не могут его поймать. They were always in the mood of separation from Krishna. Они всегда находились в настроении разлуки от Кришны. So, do you realize that you are following predecessors who never achieved their goal? Понимаете, вы следуете предшествующим началям, которые никогда не достигли своей цели. How do you feel about that? Как насчет этого? Generally, people want to follow successful persons. Обычно люди хотят следовать успешным лидерам. But here, in Bhakti, we are following leaders who never attained what they wanted. Но здесь в Бхакти мы следуем за лидерами, которые внешне никогда не достигали того, чего они хотели. Hey Radha, hey Braja Devi ke Chalalite, hey Nanda Suno Gupta, Queen Vrindavan Radharani, oh Krishna, son of Maharaj Nanda, where are you? Where are you? Are you on the bank of Govardhan? Are you on the bank of the Jumuna River? Are you on Govardhan Hill? Where are you? О царица Вриндавана Радharani, о царь Вриндавана Кришна, где вы на берегу Ямуны или вы на Говардхане, или где вы? Lord Chaitanya came to taste this highest ecstasy of love and separation from Krishna. И Господь Чайтанья явился для того, чтобы испытать этот высший вкус любви к Кришне в разлуке. The example is given in Bhagavatam by Krishna himself that if you are very poor all your life and then suddenly you become extremely wealthy, В Шримад Бхагаватам приводится этот пример, что если вы конченый бедняк в своей жизни и внезапно вы становитесь очень богатым человеком, then you lose all that money. И затем вы вдруг раз и теряете все свои деньги. You never stop thinking about that loss. Вы проживете оставшуюся жизнь, не переставая думать о своей потере. Where's my money? Где мои I деньги? was so rich. Я был I таким had it. богатым. I had it. У меня они были в It was all руках. mine. Они были моими. It's gone. И все ушло. I was poor for so long. Я был таким бедняком столько And времени. I became so wealthy. И вдруг я стал таким ошеломляющим богатым. Now it's finished. И все, How конец. can I live? Как мне жить дальше? You never stop thinking about your loss. Вы не перестанете думать о своей потере.
So Krishna gave that as an example. He gave that example to the gopis. И Кришна привел этот пример для гопи. Don't think I was torturing you by leaving you. Не думайте, что я просто пытал вас, уйдя от вас. I know the psychology of love. Я знаю психологию любви. That when you lose what is most dear to you, you become even more absorbed in thinking about what you have lost. Когда вы теряете то, что очень дорого вам, вы после этого поглощаетесь еще больше, погружаетесь в размышления об объекте своей любви. That is the psychology of pure love. В этом заключается психология чистой любви. Therefore, the six Goswamis of Vrindavan, Rupa, Sanatana, and so forth, they always are in the mood of where is Krishna? Where is Krishna? Поэтому 6 Госвами Вриндавана, Рупа, Санатана и остальные, они всегда находились в этом настроении. Где Кришна? Где Кришна? And Lord Chaitanya came to taste that same mood. И Господь Чайтанья явился для того, чтобы испытать то же самое настроение. So let us continue to discuss pure love of Krishna. Поэтому давайте продолжим обсуждать чистую любовь к Кришне. You might say, well, what is the use? It's so far beyond us. Можем подумать, да, какой смысл об этом говорить? Это так далеко от нас. We are simply trying so hard to follow the four rules and chant at least 16 rounds. Мы тут скрипим зубами, стараемся просто 4 предыдущих принципа следовать и вычитывать кое-как свои 16 кругов. But hearing about pure bhakti allows us to see that there's no pure love on the material platform. Но слушание о чистом бхакти позволяет нам понять и осознать, что на материальном уровне нету чистой любви. Even between mother and child. Даже между матерью и ребенком. There's always some material expectation. Там всегда есть какие-то материальные ожидания. That's why we have difficulty conceiving of the relationships in the spiritual world. Поэтому нам очень сложно понять взаимоотношения чистой любви духовного мира. The topmost planet, Goloka Vrindavan, is attained by those who don't even want spiritual benefit from Krishna. Высшая обитель Галоки Вриндавана достигает только те, кто не ожидает ничего взамен от своих взаимоотношений с Кришной. Vaikuntha, you can go to Vaikuntha wanting some spiritual benefit. Не хотят никаких духовных, даже духовных благословений на Вайкунтху вы можете попасть, если даже несмотря на то, что вы ожидаете духовные какие-то благословения. Especially you want to have the same form as Lord Narayan, Sarupya. Особенно если вы хотите обладать такой же формой, как форма Господа Нараяна, для освобождения Сарупья. Or you want to share the opulences of God. Или вы хотите наслаждаться богатством Бога. Sarsti. Сашти. Or you simply want to be on the same planet as God. Или вы хотите просто жить на той же самой планете, на которой находится Господь. Салокья. Or you want to be part of the entourage, the official entourage of God. Или вы хотите стать частью официального антуража Бога. Samipya. Самипья. That's like persons who want to be part of the entourage of a rich or powerful politician. Это как человек, который хочет быть частью окружения какого-то знаменитого, видного политика. That way you can feel important. Тогда вы тоже начинаете себя чувствовать важным. But those are all spiritual benefits. Но это все духовные блага. It's true, they are inconceivably much better than material benefits. Конечно же, это непостижимо гораздо лучше, чем любые материальные благословения. Or you may simply just want to have understanding of God. Либо вы просто хотите глубоко понять Бога. I want to become knowledgeable in the science of Godhead. Я хочу познать науку о Боге. I want my thirst for knowledge to be satisfied. Я хочу, чтобы моя жажда к познанию была удалена. I want to understand this, I want to understand that. Хочу понять это, хочу разобраться в этом. Certainly it's no ordinary thing to want to understand Krishna. Конечно же, это очень неординарная вещь попытаться разобраться в природе Кришны. And you want to understand your relationship with Krishna. И вы хотите понять свои взаимоотношения с Кришной. Those are all spiritual desires. Это все духовные желания.
So you may say, what's wrong with spiritual desires? И можете подумать, так, а в чем проблема с этими материальными, духовными желаниями? You may just want to get out of the material world. Или вы хотите просто побыстрее убраться из материального мира? I want to go to a better place. Я хочу выбраться отсюда в лучшие места. Again, you want some benefit for yourself. Опять же, вы для себя хотите кого-то блага. It's easy to understand how wanting to go to a better place is wanting benefit for yourself. То есть легко понять, как желание попасть в лучшее место приносит вам какое-то благо. But how do you understand that? Trying to understand God is also looking for some benefit. Но как понять то, что желание понять Бога также подразумевает под собой желание получить какое-то благо? Now, we are not discouraging anyone from trying to understand Krishna. Теперь хочу маленькую ремарку сделать. Мы никого не хотим разочаровать вот в этом желании постичь или познать Кришну. That is necessary. Это необходимо. But simply we are speaking about the highest level of pure love, which we cannot artificially imitate. Но мы просто говорим о высшем уровне чистой любви, которую искусственно невозможно подражать ему. But by hearing about it, we become purified. Но слушая об этом, мы очищаемся of our material attachments от своих материальных привязанностей and our false understandings of what is love. И от своих ложных недопониманий того, что означает на самом деле любовь. So what is the love that you see in Goloka Vrindavan, the topmost portion of the spiritual world? Итак, что это за любовь, которую можно видеть на Галоке Вриндаване, которая является высшей сферой духовного мира? The residents of Goloka Vrindavan, they don't want to understand Krishna, they simply want to love him. Обитатели духовного мира Галоки Вриндавана, они не хотят понять Кришну, они просто хотят его любить. You can't conceive of that. Вы не можете даже это постичь. Have you ever said to someone, I don't want to understand you, I just want to love you? Вы когда-нибудь говорили кому-нибудь, я не хочу тебя понять, я хочу просто тебя любить. It makes no sense on the material level. На материальном уровне человека замыкает, он не понимает. Because even to a small degree, you want to understand that person so you can get some benefit for yourself. Потому что даже в какой-то маленькой степени вы все равно хотите понять этого человека, чтобы какое-то благо вам пришло от этого. That's why you say to the person, why did you do this? Why did you do that? И поэтому вы обычно людям говорите, близким людям, почему ты это сделал, а это зачем ты натворил? Yes, married men hear that all the time. Yeah. Да, вот женатые люди все это все время слышат такое. And then the married ladies hear all the time from the men, I just don't understand why did you do that? А женщины, жены все время от мужей слушают, я вот не могу понять, зачем ты это сделала? Last week you said this, and now this week you're saying that. На прошлой неделе ты заявила это, на этой неделе ты заявляешь I just обратное. don't understand. Я просто не могу понять. But Krishna's dearest devotees, they don't try to understand Krishna, they just want to love him. Но самые близкие спутники Кришны, они не пытаются его познать, они просто хотят его любить. They don't even want spiritual knowledge of Krishna. Они даже не стремятся к духовному знанию о Кришне. That's why even when someone tries to explain that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, they can't compute that. Поэтому, когда кто-то пытается объяснить жителям Галоки Вриндавани, что Кришна является верховной личностью Бога, они вообще не понимают, о чем он говорит сейчас. Nanda Maharaj told that to Uddhava. Нанда Махарадж это Удаве сказал. You can read this in Chaitanya Charitamrita. Можем об этом прочесть в Чайтанье Чаритамрите. Nanda Maharaj said, all right, Uddhava, you are saying that my son is God. Нанда Махарадж сказал Удаве, ну ладно, Удава, в общем, ты утверждаешь, что мой сын это Бог, да? All right, you can say what you say. Ну ладно, болтай себе, что хочешь. But to me, he's my son. Для меня это просто мой сынок. And then Nanda Maharaj said, all right, let there be all glories, all success for your Lord Krishna. И затем Нанда Махарадж все-таки сказал, ну ладно, пусть вся слава, весь успех достанется твоему Господу Кришне. He's your worshipful Lord, but for me, he's my son. Он твой объект поклонения, а для меня это просто мой сын. So you can say what you like, but that's the way it's going to be. Поэтому ты там можешь говорить, что хочешь, но вот так оно и будет, и останется все.
Even in Goloka Vrindavan, when Krishna's devotees would see amazing displays of his powers, still they could not stop from thinking, he's just our friend, he's just our boyfriend, he's our son. И на Галоке Вриндаване, даже когда обитатели Галоки Вриндавана видели проявление различной степени могущества Кришны, они все равно не перестали думать, что нет, это просто мой друг, это просто мой возлюбленный. They simply dealt with Krishna for the sake of loving Krishna, for giving him pleasure. Они имели дело с Кришной просто потому, что они хотели любить Кришну и хотели доставлять ему радость. Srila Prabhupada once explained that when Krishna is coming back from the forest to the village in the evening, Шрила Прабхупада однажды объяснял, что когда Кришна возвращается поздно вечером из леса, the gopis are not thinking, "Oh, Krishna, what did you bring in your pocket for me from the forest?" гопи, видя Кришну, не думали, «О, Кришна, что ты там нам принес из леса в своем кармашке?» No. They are staring at Krishna with loving eyes simply for Krishna's pleasure. Нет, они просто бросают взгляд, застывший взгляд на Кришну и не ожидают ничего для себя. They know how to give Krishna pleasure. Они знают, как доставлять Кришне радость. You can see that same tendency in the material world. Можете видеть ту же самую склонность в материальном мире. What man would refuse if he's coming home from the agricultural fields and the most beautiful young girls in existence are all waiting, watching and looking at him? Какой мужик откажется от такого наслаждения, когда он поздно вечером возвращается с тяжелого труда, с поля, вот, и он идет к себе домой уставший, и вдруг самые красивые женщины в творении стоят на обочине и смотрят только на него. How would the man feel? Как бы этот мужчина себя почувствовал? So the young gopis know, Krishna, he'll feel pleasure by us looking at him in this way. Поэтому молодые гопи знают, что Кришна будет чувствовать наслаждение от того, что мы будем на него смотреть. They're not looking at Krishna in order to use Krishna for their own pleasure. Они не смотрят на Кришну для того, чтобы его использовать для своего собственного наслаждения. They are looking at Krishna to give Krishna pleasure. Они смотрят на Кришну для того, чтобы доставить Кришне наслаждение. They're simply thinking, how can we increase Krishna's enjoyment? Они просто думают о том, как мы можем увеличить наслаждение Кришны. Krishna gets pleasure by looking at us. Кришна испытывает наслаждение, смотря на нас. That's all they're thinking. Вот все, о чем они думают. And by their looking at Krishna, Krishna becomes more beautiful. И смотря на Кришну, Кришна становится еще красивее благодаря их взглядам. And by Krishna becoming more beautiful, the gopis who look at him become more beautiful. И благодаря тому, что Кришна становится еще красивее, гопи, которые созерцают его, тоже становятся еще красивее. In this way, everyone's beauty just eternally, unlimitedly increases. Таким образом, красота всех вовлеченных только до бесконечности увеличивается. But these dearest devotees of Krishna don't want a drop of self-satisfaction. Но эти самые дорогие преданные Кришны не хотят даже капли своего личного наслаждения. They can't even think in that way. Они даже не могут об этом подумать. That is spiritual perfection. Это означает духовное совершенство. They can simply think of how to give Krishna pleasure. Они просто могут думать только об одном: как доставить Кришне наслаждение. They have no capacity to think of their own pleasure. У них даже нет способности думать о своем собственном наслаждении. But then what happens? Но что случается затем? Even though they don't in the slightest think of their own pleasure, Krishna forces happiness upon them. Хотя у них нету даже грамма мыслей о своем собственном наслаждении, Кришна все-таки посылает им большое наслаждение и радость. That is the mystical secret of happiness in Goloka Vrindavan. В этом мистический секрет счастья Галоки Вриндавана. Because you might be thinking, all right, everything for Krishna. What about us, though? Что вы можете все-таки подумать, ну ладно, все для Кришны, так как насчет нас таких? But the mystery of Vrindavan is that
none of the devotees think of their own pleasure, but Krishna forces pleasure upon them. Но секрет Вриндавана заключается в том, что никто не думает о своем собственном наслаждении и не желает этого, но Кришна сам посылает им эту радость и наслаждение. Krishna says, "You're never thinking of your own pleasure. I don't care. I will push pleasure on you." Кришна думает: вы никогда не думаете о своем наслаждении, мне все равно, нет разницы, я заставлю вас быть счастливыми. But then, what does Krishna start to think? Но затем, о чем начинает Кришна думать? I think my devotees enjoy more than me in this way. Я начинаю понимать, что таким образом мои преданные наслаждаются еще больше даже, чем я сам. Krishna starts to think, I wonder what it's like to be a devotee of myself. И Кришна начинает думать: я хочу попробовать испытать, быть преданным самого себя. Krishna is supreme enjoyer. Кришна высший наслаждающийся. Yet, in the competition between Krishna and his devotees, it seems that the devotees taste more pleasure. Все же в этом соревновании, кто кому доставит большее наслаждение между Кришной и его преданными, кажется, что все-таки преданный испытывает большую радость, чем сам Кришна. So Krishna decides, all right, I will come as my own devotee. Поэтому Кришна решает: ладно, я приду в форме своего же преданного. And taste what a devotee tastes. Я испытаю вкус того, что испытывают мои преданные. In that way, Krishna is still the supreme enjoyer. Таким образом, Кришна все же остается высшим наслаждающимся. But only when he comes as a devotee. Но только тогда, когда он приходит в форме преданного. Otherwise, Krishna is convinced the devotees taste a higher happiness than me. А иначе Кришна убежден, что преданный по-любому испытывает большее наслаждение, чем я сам. So Krishna, he wonders, what's it like? What's it feel like to love me? И поэтому Кришна, он думает, вот все-таки что означает быть преданным и который любит меня. What's the experience like to be a lover of Krishna? В чем заключается этот опыт любить Кришну? What are the wonderful qualities in me that the devotees are tasting? В чем заключаются эти замечательные качества во мне, которые, вкус которых испытывают мои преданные? What is the happiness that the devotees are feeling in loving me? Что это за счастье, которое преданные чувствуют, любя меня? I must become a devotee, otherwise I cannot understand this as Krishna. Нет, я должен стать преданным, потому что иначе в своем аспекте Кришны это никогда не познаю. So that is Sri Chaitanya Mahaprabhu. И таким образом является Шри Чайтанья Махапрабху. Krishna coming as a devotee to taste what it's like to be a devotee. Кришна приходит в форме преданного для того, чтобы испытать вкус того, что означает быть преданным. When we first come to bhakti, naturally we want relief from material distress. Когда мы впервые соприкасаемся с бхакти, то совершенно естественно мы вначале думаем о том, как избавиться от материальных страданий. But as we make spiritual advancement, we start to understand that simply serving Krishna for the sake of serving Krishna, that's all I need. Но по мере того, как мы продвигаемся в духовной жизни, мы начинаем осознавать, что само служение просто ради служения Кришне — это все, что мне нужно. And gradually you start to realize that whether I'm liberated from the material world or not doesn't matter as long as I have devotional service. И постепенно мы начинаем осознавать, что неважно, освобождаюсь я от материальной жизни или нет, до тех пор, пока я люблю Кришну, мне нет никакой разницы, где. Lord Chaitanya states this mood in his Shikshashtaka prayers. Господь Чайтанья выражает это настроение в своих молитвах Шикшаштаки. Mama janmani janmani isvare bhavatat bhaktir ahai tukitwai. Birth after birth in the material world, I don't mind, as long as I have service to Krishna's lotus feet. Рождение за рождением в материальном мире, мне нет дел до этого. До тех пор, пока я служу лотосным стопам Кришны, я не думаю о освобождении. So, a fully developed devotee is not hankering for freedom from material existence. Поэтому полностью развитый, духовно преданный никогда не стремится к свободе от материального существования. The devotee doesn't even want that benefit.
Преданный должен стремиться к этому благу. Because such a mature devotee understands that devotional service is already freedom from material existence. Потому что такой зрелый преданный понимает, что преданное служение само по себе уже означает свободу от материального существования. I wonder how many of you here take devotional service that seriously. И я вот думаю, сколько из вас здесь сидящих принимают преданное служение настолько серьезно. That it is so important that it makes even freedom from material existence look so insignificant. Что преданное служение настолько важно, что даже свобода от материального существования становится просто незначительной. Think about that. Подумайте об этом. A real devotee thinks, I am too contaminated to go back to God. Настоящий преданный думает, я слишком осквернен, чтобы вернуться домой обратно к Богу. So, I don't mind staying in the material world birth after birth as long as I have association of devotees and devotional service. Поэтому я не беспокоюсь о том, что я останусь в материальном мире рождение за рождением до тех пор, пока у меня будет общение с чистыми преданными Господа. Like Srila Prabhupada ended in his prayers he wrote on the ship before getting off his first trip to the USA. Как Шрила Прабхупада написал эту молитву на борту корабля, прежде чем этот корабль пришвартовался к берегу Соединенных Штатов. Let me suffer for countless births due to my sins. Из-за своих грехов пусть я буду страдать бесконечное количество рождений. But let me always have the remembrance that I'm just a tiny servitor of Krishna. Но пусть память о том, что я являюсь всего лишь маленькой частичкой Кришны, сохранится навеки во мне. You might say, that's all? Вы можете подумать, и что, все? At least stay in the material world for countless births, but just let me have the realization that I'm Krishna's tiny servant? Is that all? Что все, вот пусть я останусь в материальном мире рождение за рождением, миллионы рождений, и просто у меня будет маленькое понимание, что я маленькая частичка Кришны, все. But such a realization is the greatest wealth. Но на самом деле такое понимание является величайшим богатством. If you can attain that realization, you have everything. Если вы можете достичь этого осознания, вы получите все. You're already a resident of the spiritual world. Вы уже станете обитателем духовного мира. What was Lord Chaitanya's attitude about spiritual advancement? Какое было отношение Господа Чайтаньи к духовному продвижению? He said, let me tell you a secret. Он однажды сказал, позвольте мне сказать один секрет. It's not a secret, but it's something you should know. Это не секрет, просто то, что вы должны знать. He said, if you see tears in my eyes while I'm chanting Hare Krishna, you should know it's simply a show. Он сказал, что если вы видите слезы на моих глазах в то время, когда я воспеваю Харе Кришну, вы должны знать, что это просто спектакль. Because if I actually had love of Krishna, I would have died long ago from separation. Потому что если бы у меня на самом деле была любовь к Кришне, я бы уже давным-давно просто умер в разлуке с ним. Where have you seen such love in the material world? Где в материальном мире вы видели такой уровень любви? When someone tells you, oh, I love you, does that mean they don't want any benefit for themselves? Когда кто-то вам говорит, о, я тебя так люблю, означает ли это, что они для себя ничего не хотят? What do you think? Что вы думаете? You can make a test. Вы можете такой тест проэкспериментировать. The next time someone, no matter what kind of relationship, tells you, I love you. Вот в следующий раз, когда, независимо от того, какие у вас взаимоотношения, кто-то вам скажет, вот, я тебя люблю. You can ask, what benefit are you expecting? Вы можете спросить, подожди, а что ты там ожидаешь взамен? You won't have the courage to do that, will you? У вас, наверное, не хватит смелости так сделать, да? If someone tells you, I love you, Потому что обычно, когда вам кто-то говорит, я люблю вас, вы сразу начинаете таять. Yes, of course, I am so beautiful. Я такой красавец, конечно. You have very good taste. У тебя очень хороший вкус. And then you pretend, yes?
you pretend, you present yourself, and I can do so much for you. И затем вы сразу ваши перья надуваете. Я там такое сделаю. I have so many abilities. I have so many attractive things about me. У меня столько талантов, я столько могу закрутить и сделать. So in that way, it's like a bluffing game. Таким образом, это просто такая игра в напыщенность. Everyone pretends. Все просто устраивают спектакль. There's a little bit of love in the material world because the material world is the perverted reflection of the spiritual world. Есть тут какая-то маленькая капля любви в материальном мире, потому что материальный мир является отражением духовного. For material love, you have to work very hard. Но ради материальной любви вам нужно очень тяжело трудиться. You may not think about it in that way. Может быть, вы так пока что не думаете. Material love always involves work. Материальная любовь всегда подразумевает тяжелый труд. Whether it's love for your children, love for your romantic partner, love for your country. Является ли это любовь к вашим детям, или романтическая любовь, или любовь к своей стране? You have to work very hard. Вам нужно очень тяжело трудиться. And the result is always uncertain. И результат, он всегда будет неопределенным. It's very devastating when someone you've worked so hard for because of love, they reject you. Это очень печально, когда разрушительно, когда вы так тяжело трудитесь ради кого-то, кого вы любите, и он вас просто бросает. Oh, you feel like dying. Вы чувствуете, что вы хотите умереть. But Krishna never works for his love. Но Кришна никогда не трудится тяжело ради своей любви. What does Krishna do? Что Кришна делает? He just plays his flute. Он просто играет на флейте. And the most beautiful women in all of existence race out to be with him. И самые прекрасные женщины во всем творении, они сразу же устремляются к нему. Is playing the flute work? Разве вот игра на флейте, в этом весь секрет? Krishna's not playing a flute with a hat on the ground to collect money. Кришна не играет на флейте, держа шляпу там на земле, чтобы собирать денежки. His flute playing is simply just because he feels like it. Он играет на флейте просто потому, что он чувствует, что он хочет просто играть на флейте. Lila means there's no reason to do something. There's no force, no pressure. Лила означает, что нет какой-то причины делать что-либо. Никто вас ничему не заставляет. Krishna simply does things because he feels like it. Кришна делает какие-то вещи просто потому, что он чувствует, что он хочет это делать. It's hard to understand. Трудно это понять. Maybe when you're on your holidays, you say, oh, now, for this time I'm on the holidays, I'll just do what I feel like, when I feel like. Может быть, в свободные выходные дни иногда вы там разляжетесь где-нибудь и начнете думать, ну вот сегодня я буду делать просто то, что мне хочется, просто потому, что мне это хочется. You've been on holidays with that kind of spirit? Вы ходили когда-нибудь на выходные в таком настроении? I will wake up when I feel like it. Я проснусь завтра тогда, когда я чувствую, что я хочу. I will watch television all day. Я целый день просмотрю телевизор. I will drink and I will eat as much as I want. Буду пить и буду есть столько, сколько мне захочется. Everything will just be me, 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 when I feel like it, how I feel like it. Все будет крутиться вокруг меня, меня, меня. Вот как я чувствую, когда я захочу, что я захочу, все будет для меня. Yes, this is the perfection of the material holiday, right? Да, это совершенство материального выходного, не так ли? And what is the foremost ritual of such a material holiday? И самый важный ритуал такого материального выходного в чем заключается? Maybe it doesn't happen. Может быть, в Молдове это, конечно, не случается. But so many places of the world, the highest symbol of the so-called holiday lila. Но во многих местах по всему миру высочайшим символом вот этой лилы, выходной лилы, You know? знаете, в чем заключается? Breakfast in bed. Это завтрак в постели. Yes, that is the ultimate. Это пик выходного. Yeah, you have done this? Здесь у вас тоже так?
to lay in bed and then have the hotel waiter bring you your breakfast. Вы лежите в большой кровати, и служанка в отеле, она заходит вам в номер и приносит вам завтрак. While you are laying in bed. И вы лежите в это время в That's the кровати. ultimate. Это конечная цель. It's actually very unclean. На самом деле это очень нечисто. Sleeping is unclean, and then eating in bed is also even more unclean. Сон сам по себе это достаточно грязная, отвратительная вещь, а еще и вы кушаете в той же самой кровати, это еще вдвойне грязно. What's another ultimate expression of so-called lila? Еще одно выражение так называемой лилы выходного. You are reclining on one of those chairs that go way back by the side of a pool. Вы лежите на таком раскладывающемся кресле на берегу, на обочине бассейна. And then you signal the waiter, please bring me some drink. И вы там подсвистываете официанту так, быстро мне сюда напиток. While you are laying in your reclining chair by the side of the pool. И вы лежите на солнце, на этом кресле, This is у the бассейна. life of a king or a queen. Это жизнь царя или царицы. Laying back beside a chlorine pool. Вы лежите рядом с бассейном, наполненным хлоркой, Drinking alcohol. и пьете какой-то алкоголь. Alcohol with a cherry in it. Алкоголь с какой-то черешенкой. This is what we call lila. И мы это называем лила. Even though we think we're just doing what we're feeling, actually we are driven by the modes of material nature. И хотя мы считаем, что мы делаем то, что мы чувствуем, на самом деле нас просто уносят низшие гуны материальной We are природы. driven by our material body and mind. Нас просто уносят волны нашего материального тела и ума. But Krishna has no material body or mind. Но у Кришны нет материального тела и ума. Therefore, Krishna can do things simply out of pure lila. Поэтому Кришна может делать какие-то вещи просто из чистой лилы. He's already self-satisfied. Он уже He's самоудовлетворен. Atmarama. Он от Марама. So he doesn't have to do anything to satisfy himself. Ему не нужно ничего предпринимать для того, чтобы себя He удовлетворить. has nothing to gain, И ему нечего заслуживать nothing to lose. и нечего терять. Still, he does things. И все же он делает какие-то вещи. He plays his flute. Millions of the most beautiful young girls in existence come racing out to meet him in the forest. Он играет на своей флейте, и миллионы самых прекрасных женщин во Вселенной, они просто выбегают из леса к нему навстречу. And then what does Krishna tell him? И затем, что им Кришна говорит? Why are you here? А что вы тут пришли? Have you come out to look at the beauty of the forest? Вы что, вышли погулять, посмотреть на красоту леса? Don't you know young girls shouldn't be alone in the forest in the middle of the night with a young boy? Вы что, не слышали, что молодые девушки не должны гулять по лесу, еще и в присутствии каких-то молодых юношей? Don't you know what is dharma? Вы что, про дхарму никогда Why are не you слышали? here? Что вы тут делаете? Please go home. Давайте быстренько, пожалуйста, идите домой. This is lila. Это лила. Krishna does what he likes, how he wants it, when he wants it. Кришна делает то, что он хочет, когда он хочет и как он это хочет. Whatever he does, his devotees simply want to love him. И что бы он ни делал, его преданные просто хотят его любить. They don't even want to understand him in Goloka Vrindavan. Они даже не хотят его понять на Галоке Вриндаване. Everything is done to love Krishna. Все делается просто для того, чтобы любить Кришну. By hearing about the pure love of Krishna's dearest devotees, we become purified of the false hope for finding such love in the material world. И слушая о чистой любви, чистых преданных Кришны, мы избавляемся от ложной надежды на любовь в материальном мире.
devotees work together in relationships so that they can help one another for achieving the pure love of the spiritual world. И преданные взаимодействуют друг с другом в рамках тех взаимоотношений, которые помогают друг другу культивировать эту чистую любовь в материальном мире. That is being for real. И это реальные отношения. When you help someone to attain the pure love of bhakti, then you are being for real with that person. Когда вы помогаете кому-то обрести бхакти, это настоящие дружеские взаимоотношения с этим человеком. Have you ever told someone, looking in their eye, have you ever told them, I'm for real? Вы когда-нибудь смотрели кому-нибудь в глаза и говорили, что я по-настоящему хочу быть с тобой? Yeah, have you ever done that? Когда-то делали так? You can't do that truthfully unless you are helping someone to increase their relationship with Krishna. И вы не можете на самом деле воистину так сделать до тех пор, пока вы действительно не хотите помочь этому человеку углубить свои взаимоотношения с Кришной. Otherwise, you're not being for real. You want something for yourself. А иначе это не настоящее, вы все равно будете что-то хотеть для себя самого. So you hope that by your saying, I'm for real, then you'll be able to get what you want from the other person. Потому что в любом случае, когда вы говорите, я по-настоящему там тебя люблю или по-настоящему хочу быть с тобой, это подразумевает, что вы на самом деле чего-то хотите от него. So relationships between devotees are based on helping one another how to attain Krishna. Поэтому взаимоотношения между преданными основаны на том, что вы хотите друг другу помочь достичь Кришны. That is being for real. Это настоящее. Devotional service is the means, and devotional service is the end. Преданное служение является средством, и преданное служение является целью. In our chanting of Hare Krishna, we are calling out to Krishna for service at His lotus feet. В нашем воспевании Харе Кришны мы взываем к Кришне обрести служение у Его лотосных стоп. Maybe you feel you're not doing much service now. Может быть, вы чувствуете, что на данный момент вы не совершаете много служений Due to so many circumstances. из-за множества разных обстоятельств. But you can call out to Krishna with a desire to engage in more service. Но вы можете воззвать к Кришне с желанием вовлечься в еще большее служение. Krishna knows your situation. Кришна знает ваше положение. He knows what you can truly give. Он знает, что вы можете на самом деле дать. So when a sincere devotee calls out to Krishna with a desire to do more service, Krishna is definitely listening. Поэтому, когда искренний преданный взывает с настоящим желанием совершить какое-то служение для Кришны, Кришна на самом деле его слышит. Never think that you've got no options for devotional service. It's all hopeless. Никогда не думайте, что у вас нет никаких больше опций преданного служения, что все бесполезно. We beg Krishna for the vision to see how in any circumstance we can serve Him. Мы молим Кришну о том, чтобы обрести вот это видение, понимание, что мы можем служить Ему во всех обстоятельствах. It takes spiritual vision to see service opportunities. Для того, чтобы видеть возможности для преданного служения, необходимо обрести духовное зрение. Just like an expert thief has special vision to see everywhere opportunities for stealing. Как искусный профессиональный вор, у него есть особое видение, которое позволяет ему видеть во всем возможность где-то что-то украсть. The thieves become successful because ordinary persons who are not criminals, they don't have that kind of vision. И воры, профессионалы, достигают успеха в своих затеях только потому, что обычные люди, у которых нет этого желания, они теряют из виду то, что вор сразу же примечает. Just like I know some cities that when it's a very warm summer day and everyone says, "Oh, it's a perfect day to go to the beach." Я знаю некоторые города в мире, когда очень жарко на улице, люди думают, что сейчас идеальная возможность пойти куда-нибудь позагорать на берегу. What do the thieves think? Воры, грабители о чем думают? It is a perfect day to make daytime break-ins to houses.
Это совершенное время для того, чтобы взламывать квартиры в середине дня. Why? Почему? Because people will, during the day, they'll all be away. Потому что днем люди будут уходить на берег куда-нибудь загорать. And because it's warm, they'll have left windows open. И так как очень жарко, то форточки будут открыты. So the people are rejoicing. Oh, what a nice summer day! Let's go to the beach. И люди радостно восклицают: какой замечательный день, идем на берег загорать. It's a Saturday. Сегодня Very few people are суббота, working. люди не работают. And the thieves are also rejoicing. И грабители тоже радуются. We don't have to sneak around at night. We can make daytime burglaries. Нам не надо ходить где-то по ночам, то есть мы можем днем все быстренько заработать. So they drive up and down the street looking for open windows. И вот они ездят на машине по дорогам города и смотрят, где же там есть открытые форточки. And no cars parked in the driveway. И где нету припаркованных машин. Ordinary people, they can't understand that kind of mentality. Обычным людям невдомек такого рода менталитет. Until it happens to you. Пока, конечно, с ними не случится. They don't have that kind of vision. У них нету просто такого видения. So my point is that there are different kinds of vision available in this world. We want to beg Krishna for the vision to see devotional service opportunities. Поэтому суть того, что я хочу сказать, что есть разного рода видения в этом материальном мире, и мы должны умолять Кришну обрести видение различных возможностей для преданного We служения. have to beg Krishna for this. Мы должны умолять Кришну обрести это видение. Never think, oh, there's nothing I can do to improve my Krishna consciousness. Никогда не думайте, что да нет уже никаких возможностей улучшить мое сознание Кришны. My circumstances are impossible. Мои обстоятельства таковы, что в моей ситуации это невозможно. There's no way that I can increase. Нет у меня никакой возможности улучшиться. I have no time, У меня просто нет времени, no energy. нет энергии, сил. No. You beg Krishna, please show me. I know there's something more I can do. Нет, вы должны умолять Кришну. Кришна, пожалуйста, покажи мне, потому что я знаю, что есть еще немного, что я мог бы для тебя сделать. In devotional service, Krishna can make the impossible possible. В рамках преданного служения Кришна может сделать невозможное возможным. Please understand. Пожалуйста, поймите это. Are there any questions? Есть ли у вас вопросы? Soon we will have Srila Prabhupada's marathon, and can you please say something about the importance of devotees taking part in this marathon? How is it that you take part here in Moldova? А как обычно здесь преданные принимают участие в марафоне? Повторить вопрос, да? Скоро будет марафон Шрилы Прабхупады, и может ли Махарадж сказать что-то о важности того, чтобы преданные принимали участие в этом марафоне? И Махарадж спрашивает, а как обычно преданные принимают участие в марафоне здесь? Sometimes they are going by groups to do book distribution, sometimes they are going alone. It is a selfless activity to give awareness of Krishna to others. Это бескорыстная деятельность давать осознание Кришны другим. And Krishna says in Bhagavad Gita, no one's more dear, nor will there ever be one more dear. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что никто не будет мне так дорог, и в будущем не будет более дорогого человека мне, чем тот, кто раздает это знание. The more that you give Krishna to others, the more you get Krishna for yourself. Чем больше вы даете Кришну другим, тем больше вы получите Кришну для себя.
If you love someone, you want to tell everyone about that person. Если вы любите кого-то, вы хотите каждому рассказать об объекте своей любви. Isn't it so? Разве не так? When I was flying from, Kyiv to Donetsk, Когда я летел из Киева в Донецк недавно, there was a young lady, she's about 30 years old, she spoke English. там была одна женщина, ей было примерно 30 лет, она хорошо говорила по-английски. So she was talking to some foreigners. И она разговаривала с какими-то иностранцами. And she was glorifying how wonderful Belarus is. И она прославляла славу Беларуси. Belarus is such a wonderful. Беларусь это просто замечательное It's место. just propaganda by the USA and Russia that this leader in Belarus is a dictator. И все эти отвратительные вещи, которые о Беларуси говорят, это просто пропаганда, российская и американская пропаганда о том, насколько плохим является наш лидер Лукашенко. Они говорят все эти отвратительные вещи просто потому, что они хотят приехать в Белоруссию и оккупировать ее. Но наш лидер, президент страны, такой замечательный. Он такой любящий человек. So this was her kind of sankirtan. Это была ее санкиртана. For some reason she had this deep appreciation. По какой-то причине у нее была эта глубокая оценка Лукашенко. Maybe she was his girlfriend or something. Не знаю, может она его подружка. She said, just look, take your choice. Do you want Belarus or do you want something like Ukraine? И она сказала, вот послушайте, просто вы сами можете выбрать, хотите жить вот как в Украине или хотите жить как в Беларуси. Наш лидер добился того, что Белоруссия стала такой мирной, спокойной. В прошлом году были какие-то политические демонстрации. И он все быстро так успокоил. Все оказались в тюрьме, и все спокойно. Так замечательно. There's that expression, love is blind. Есть выражение, любовь слепа. Still, you see the psychology that she wanted to tell everyone, even foreigners, about it. Поэтому видите вот, психологию этой любви. Она настолько в него влюблена, что даже иностранцам рассказывала о нем. She's not in Belarus. She's, at the airport going from Kyiv to Donetsk. И она даже находилась в этот момент не в Беларуси, она просто из Киева летела в Донецк. But she still felt that urge. She had to glorify. Но она чувствовала эту потребность того, чтобы прославить этого великого святого Лукашенко. Видите, это элементарная психология. Это естественная человеческая потребность говорить о славе кого-либо. Поэтому теперь, кто более достоин славы, чем Кришна? Yes, we should try to understand Krishna, and then we'll be overwhelmed by how glorious Krishna is. Мы должны понять, вначале попытаться понять Кришну, и тогда желание прославить Кришну переполнит нас. And then in the highest stages of bhakti, we'll simply want to love Krishna. И затем на высших уровнях бхакти мы просто захотим любить Кришну. Krishna, I don't want to understand, I just want to love. Кришна, я не хочу тебя даже понять, я просто хочу тебя любить. But you can't imitate that. Но, пожалуйста, не имитируйте это. It is a genuine level of spiritual attainment. Это истинный уровень духовного достижения. Есть ли еще вопросы? Есть вопросы. Значит, в биографии Свами Прабхупады на странице 97 сказано, что одним из первых, кто одобрил перевод его Шримад Бхагаватам, был доктор Раджи Кришна. Вопрос, вот в библиотеке Ломоносова есть докторник этого философа. Является ли эта книга доктринальным трактовательным
разряд относительно к доктринальным толкованиям Бхагавад-гиты. So hearing that book about Prabhupada written by Srila Sasrupa Maharaj on some page, is quoted the number of it on this page. He's saying that when Prabhupada first translated Srimad Bhagavatam, Dr. Radhakrishnan, he approved that translation. And more or less he's asking if this Dr. Radhakrishnan is an authority, because here somewhere in some library there is a translation of Bhagavad Gita by Dr. Radhakrishnan. So, То есть рассматривать его как источник знания. No, he's not an authority. нет, доктор Радхакришнан не является знатоком Бхагавад-гиты. Simply it says there that he, as a famous person, he wrote some statement saying this is very nice. Когда Прабхупада ссылался на доктора Радхакришнана, он просто ссылался на него как на известную личность, но не как на авторитета. То есть я понимаю, как источник знания, это не... So as a source of knowledge, he is not valid. No. Нет. Why? Почему? Because he does not accept what Krishna says about himself, yet he wants to comment on Bhagavad Gita. Потому что он даже не принимает то, что Кришна сам говорит о себе в Бхагавад-гите. Тем не менее, он рвется к тому, чтобы комментировать слова Бхагавад-гиты. Krishna clearly says, think of me, surrender to me. Кришна очень ясно в Бхагавад-гите говорит: думай обо мне, предайся мне. And this person you mentioned, he'll write in the commentary, it's not to Krishna, but it's to some unmanifest. А доктор, даже не буду называть его имени, пишет в этом комментарии, что не Кришне надо предаваться, а чему-то такому туманному, заоблачному в Кришне надо предаваться. Like if you say, give me the garland. Как если вы скажете: дайте мне гирлянду. And I say, but it's not to you that we give the garland. It is to the all-pervading light of this room. А я вам отвечу, что нет, я даю эту гирлянду не вам, а вот тому, что пронизывает все в этой комнате, такому свету туманному, непонятному. You say, please give me the garland. А вы скажете: нет, вы мне дайте гирлянду. But it is not to you, it is to the unborn potential within you. Я даю это не вам, я даю нерожденному потенциальному в вас. It's very frustrating, yes? Вас же это разочарует, не правда ли? Маленький вопрос. Сами вы читали доктора? Small question, did you read Dr. Radhakrishnan? He's asking if you read Dr. Radhakrishnan. If you read. I don't waste my time. Я не трачу времени. I know of the problem. Я просто хорошо знаю эту проблему с ним. Why should I waste my time? Я понял, что вы философию знаете. Why should I waste my time when I know what is what? Поэтому зачем мне тратить время, когда я хорошо понимаю, что к чему? Krishna speaks very clearly in Bhagavad Gita. Кришна очень ясно в Бхагавад-гите все говорит. So why do we want to twist some other meaning? Зачем нам выкручивать какие-то непонятные значения из самой Бхагавад-гиты? So, you want to read Bhagavad Gita, we have a real Bhagavad Gita. Поэтому, если вы хотите изучить Бхагавад-гиту, у нас есть настоящая Бхагавад-гита, изучайте ее. Okay? Хорошо? Что я делаю, зачем я сюда иду? That's what I'm doing, and therefore I'm coming here. Wonderful. Замечательно. Thank you for asking, so we can protect you. Спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что так мы можем вас защитить теперь. That's one of the services that is offered here to the public. Это одно из служений, которые мы можем предложить публике, которая приходит в наш храм. Protection. Мы вас можем защитить. Okay? Понимаете? Thank you very much. Махарадж, Господь Чайтанья, это вместе Радха и Кришна. Я хотел уточнить, красота Господа Чайтаньи это больше, чем само Кришна, или Кришна красивее, чем Господь Чайтанья? We know that Lord Chaitanya is the combination of Radha and Krishna, and by themselves they are beautiful. But Lord Chaitanya is also beautiful. Who is more beautiful, Krishna by himself, or Lord Chaitanya is more beautiful than Krishna? Krishna is never by himself.
Кришна сам не бывает никогда один. You think Krishna is lonely? No, I mean, he meant that Krishna itself is very beautiful, and Lord Chaitanya is also beautiful. Who is more beautiful, Lord Chaitanya? But Krishna is Lord Chaitanya. Но Кришна и есть Господь Чайтанья. In the mood of Srimati Radharani. В настроении Шримати Радхарани. Anything else? Есть ли еще вопросы? Здесь вопрос. Говорится, что пока человек не задастся вопросом «кто я?», он поистину не сможет прогрессировать духовно. Я чувствую, что я не задался искренне этим вопросом. Как же получилось бы так, что я искренне задался этим вопросом? Как же получилось бы или получится? Что делать, чтобы задаться искренним вопросом? It is written somewhere in the Prabhupada's books that till a person will not ask the question, who am I really? Who am I? He will not be able to progress or to advance spiritually. But I feel that I still didn't ask myself this question, who am I? So then the question is, Еще раз, последняя часть вопроса, Как задаться искренне вопросом «кто я?». how to ask sincerely this question about who am I really? To ask a sincere question requires a sincere person to answer the question, and that means a person who knows. Чтобы задаться этим вопросом, вначале вы должны найти человека, который вам искренне ответит на этот вопрос. И для этого вначале вы должны разобраться, кто является такой квалифицированной личностью, которая вам сможет правильно на этот вопрос ответить. If you ask a question to someone who doesn't know, then you're not sincerely asking. Если вы зададите этот вопрос человеку, который на самом деле не знает ответа на него, то это означает, что вы не искренне задаете вопрос. Part of sincerity is to understand who has the qualification to answer the question. Часть искренности заключается в том, что вы вначале должны разобраться с тем, кто из личностей достоин того, чтобы задать вопрос и получить квалифицированный ответ. So there is an art and science to asking questions. Поэтому есть целое искусство задавания вопросов. You ask questions to someone who's qualified to answer. Вы должны задавать вопросы квалифицированным личностям, чтобы они давали вам квалифицированные ответы. It's like Arjuna in Bhagavad Gita asked his questions to Krishna. Как, например, Арджуна в Бхагавад-гите задает свои вопросы Кришне. I'm bewildered, I don't know what is my duty. Now I ask you, please clarify my situation. Я сбит с толку, я не знаю больше, в чем заключается моя обязанность, и поэтому я задаю тебе вопрос, пожалуйста, скажи мне, в чем мой долг. Okay? Понимаете? Скажите, пожалуйста, с чего начинается любовь к Кришне в материальном мире? Can you please say what is the starting point of love of Krishna in the material world? That is described in Nectar Devotion. Vaidhi Bhakti, devotional service done out of duty. Это описывается в нектаре преданности, вайди бхакти, то есть преданное служение, которое совершается из чувства долга. Without that stage, it's generally impossible to rise to the stage of spontaneous love. Без того, чтобы пройти через вайди бхакти, в целом невозможно сразу же возвыситься на уровень спонтанной любви к Кришне. First, you have to serve Krishna out of duty and commitment. Поэтому вначале вы должны служить Кришне из чувства долга и чувства посвящения себя. And then as you become more purified, the spontaneous desire to serve Krishna emerges. И по мере того, как вы очиститесь, ваше спонтанное желание служить Кришне проявится наружу. Just like, I don't know if it used to happen in Moldova hundreds of years ago,
But it still happens in India. People don't marry out of romance. They have an arranged marriage. Вот, я не знаю, происходит ли это у вас в Молдове, но в Индии, или может быть это случалось здесь сотни лет тому назад, но в Индии даже в наше время люди женятся не просто на основе каких-то романтических чувств. Их браки на самом деле устраиваются квалифицированными личностями. They used to do that here? Здесь делают так? Old times. Old times, yes. В древности делалось. So, some person might think, well, how can there be real attraction if they're just marrying out of duty? И кто-то из людей сейчас может возмутиться, вот как между ними появится любовь, если их просто свели в браке. But you see, in such societies, they know that real attraction is developed from commitment over the years. Но, понимаете, в цивилизованном обществе люди понимают, что влечение друг к другу проявится с годами на основе чувства долга по отношению друг к другу. Romantic feelings go very quickly. Романтические чувства испаряются через форточку очень быстро. You have experienced this? Испытывали? Есть у вас такой опыт? Yes, 1 minute your head is spinning for some months and then nothing. То есть в течение нескольких месяцев ваша голова идет кругом, и потом все исчезло. At festivals, I've explained before how scientists have calculated the world average for the duration of romantic feelings. На фестивале я объяснял вот статистику, мировую статистику, сколько длится вот это вот головокружение романтическое по времени. Who remembers? Кто помнит? 17 months. Yes, 17 months. 17 месяцев. I mean, some more, some less. Ну, более или менее. For that time, you are flying. В течение этого времени вы летаете в небе. And then, И потом самолетокрушение. but relationships based on duty and commitment, they develop deeper and deeper as the years go by. Но взаимоотношения, основанные на чувстве долга, они углубляются по мере того, как проходит время. That's why they have this statement in the classical Indian culture. Поэтому в классической индийской культуре есть такое утверждение. Don't marry the girl you love, love the girl that you have married. Не женись на той девушке, которую ты любишь, а начинай любить ту девушку, на которой ты женился. Sounds strange, doesn't it? Странно, правда, звучит. But the implicit understanding is that the real bond comes from duties, mutual duties, responsibilities. Но смысл этого изречения в том, что настоящая взаимная привязанность приходит благодаря обоюдному чувству долга друг по отношению к другу. So similarly, Vaidhi Bhakti prepares you for spontaneous love of Krishna. Подобным же образом Вайди Бхакти подготавливает вас к спонтанному служению Кришне. You're doing things out of duty, commitment. Вы совершаете вещи из чувства долга, из чувства того, что вы посвящаете себя друг другу. And that makes the basis for spontaneous attraction. И это составит основу для будущего спонтанного влечения Кришны, Raga. для раги. Where was I speaking? I might have been in Lugansk. I was explaining Srila Prabhupada's very succinct definition of sadhana bhakti. В Луганске я объяснял преданным очень такое интересное объяснение принципа садхана бхакти, который давал Шрила Прабхупада для преданных. Very concise. Там очень точное определение. Like to know what it is? Хотите узнать, что это за определение? Everyone knows what sadhana bhakti is. А все здесь сидящие знают, что такое садхана бхакти, да? The rules and regulations of devotional service. Садхана бхакти означает правила предписания преданного служения. So Srila Prabhupada said, what is sadhana bhakti? И вот Шрила Прабхупада говорит, что такое садхана бхакти? You have to do it because I said. Садхана бхакти означает, вы обязаны это делать, потому что я вам сказал.
You go to the doctor gives you a prescription, you follow it. Вы идете к доктору, и доктор дает вам предписание, и будьте добры, следуйте ему. You know, well, doctor, suppose I don't feel like taking the medicine. И вы можете доктору, конечно, сказать, что доктор, понимаете, я не чувствую, что я хочу это делать. So, devotional service based on duty and commitment is the foundation for developing love for Krishna. Поэтому преданное служение, основанное на чувстве долга и посвящении себя, обязанности, является основой проявления любви к Кришне. So don't have this romance concept of bhakti. Поэтому, пожалуйста, не поддерживайте в себе романтическое понимание того, что такое бхакти. Oh, Krishna, am I feeling something for you today? О, Кришна, я сегодня чувствую что-то вот по тебе или для тебя. Am I in the mood for chanting Hare Krishna? У меня есть сегодня настроение воспевать Харе Кришна? I don't feel like it today. Ой, нет, сегодня у меня нет настроения. Oh, Krishna, what happened to that new feeling I had when I first took up Krishna consciousness? О, Кришна, что же случилось с тем новым чувством, которое у меня было, когда я только-только стал преданным? I saw all devotees' faces as shining. Я видел, что лица всех преданных просто сияют. Now I criticize everyone. А сейчас я всех критикую. I lost my enthusiasm. Я потерял свой энтузиазм. So I cannot honor my commitments. Поэтому сейчас я не могу больше поддерживать свои обещания. I know I promised that initiation. Я знаю, там на инициации я что-то обещал. Follow the 4 rules. Следовать 4 принципам. That was 2 years ago. Ну это же было 2 года тому назад. Times have changed. Времена меняются. You understand, Krishna. Кришна, ты же все понимаешь. Promises are made to be broken. Обещания даются, чтобы их не сдерживать. That's the romance concept of devotional service. Это романтическая концепция преданного служения. Whereas real bhakti has a solid foundation of duty and commitment. Тогда как настоящая бхакти основывается на глубоком чувстве обязанности и серьезного посвящения себя процессу. I've given the example at festivals about this tribe in West Africa. На фестивалях я часто привожу этот пример об одном племени в Западной Африке. Does anyone remember? Кто-то помнит этот пример? Only you. Только ты все помнишь. Only one person. Только один человек помнит. So there's this tribe in West Africa that's supposed to be not advanced. Есть одно племя в Западной Африке, которое считается таким очень непродвинутым. But here's what they do. Но вот что они делают. When it is known that a young boy and girl in the village have fallen into romance. Когда становится известным, что какой-нибудь юноша и девушка в их поселении влюбляются, и у них появляются романтические чувства, They are brought to a gathering of the whole village. их приводят на собрание, куда собирается вся деревня. And they are sat down in the middle of 1,000 villagers. И вот их усаживают в середине, в кругу, вокруг, в общем, там тысячи сельчан собираются вокруг них. Nothing is said. Ничего никто не говорит. Simply, all the 1,000 villagers with the couple in the center, they just start laughing. Просто тысячи деревенских жителей, не говоря ни слова, смотрят на них и просто начинают смеяться с ними. They just laugh and laugh. Смеются и смеются. For 2 hours. 2 часа. No one says anything. Никто при этом ничего не говорит. And this couple is in the center. И вот эта пара сидит в центре. 1,000 villagers just laughing. Тысячи деревенских жителей просто высмеивают и смеются. And then, after 2 hours, И через 2 часа everyone goes home. все просто идут домой. That's it. Вот и все. What's the point? В чем суть? They're letting this couple know in a nice way that this is not serious. Они просто позволяют этой чите
таким очень аккуратным образом понять, что это все несерьезно. This romance thing is not very serious. Это вся романтика, шмамантика, это несерьезно. It will come and go very quickly. Это все придет и уйдет очень And быстро. for our village to survive, we need relationships based on a more stable basis. И для того, чтобы наша деревня выжила, нам необходимы более основательные взаимоотношения, более стабильные взаимоотношения. For our village to go on, we need relationships based on duty and commitment. Чтобы наша деревня выжила, нам необходимы взаимоотношения, основанные на чувстве долга и обязанности. Not this romance thing, which is so changing. А не этот вот романс, который, романтическое чувство, которое очень изменчиво, переменчиво. What do you think? Что вы думаете? It's a good idea. Хорошая идея. You can try that here. Попробуйте здесь. Вы рассказывали по поводу чистой духовной любви. Я все время думаю, что когда мы кого-то любим и не хотим чего-то взамен, но если мы знаем науку вот этого обмена, которую вы сейчас рассказывали, в конечном итоге мы получим больше. Да? Не является ли это вот таким тонким мотивом все-таки действовать, скажем так, завуалированная такая все-таки эгоистический мотив безусловно, мы получим что-то взамен. Иначе, если мы ничего не получаем взамен, как бы вроде как нету мотива такого, да? So Maharaj, you are saying about this pure unconditional love, but without any motivation, material motivation. But at the same time, from Shastras, or we understand that in response to that unconditional love, we will get a lot of spiritual benefit. So isn't this kind of attempt to have this unconditional love just a kind of like hidden motives? No, it's not a hidden motive, because you fall so in love with Krishna that you have no other motivations. Нет, это не скрытый мотив, потому что когда вы влюбитесь в Кришну, вы забудете про все свои мотивы. Because Krishna is unlimitedly attractive. What can you do? Потому что Кришна бесконечно привлекательный. И что вы тогда сможете сделать? You're helplessly attracted to Krishna. Вы беспомощно будете привлекаться к Кришне. Сейчас мы рассказываем, мы сейчас не можем видеть. Сейчас, когда мы рассказываем кому-то и сами слушаем, мы понимаем, что если мы полюбим Кришну, то мы получим все просто. But at the present, Сейчас мы не можем в материальном мире получить того, что мы можем получить, если мы станем чистыми, полюбим. И это сейчас является нашим мотивом. Преданные, пожалуйста, если вы задаете вопросы, коротко задавайте, иначе приходится редактировать. But at the present, still, when we are hearing about this concept of pure unmotivated love, still we are attracted by this idea that as a result of such kind of unmotivated love, I will get a lot of benefit. So That's all right. We're not going to send the secret police after you. ну, не проблема, если ты все-таки привлечешься такой мотивацией, мы КГБ к тебе не пошлем домой, с тобой разбираться. Gradually, by hearing, the heart becomes more and more pure. То есть даже несмотря на такой мотив, вначале постепенно слушая о такой чистой беспримесной любви, сердце постепенно очистится. It's like sometimes devotees ask the question, is it bad that I enjoy taking prasad? Как, например, такой же вопрос преданный задает, такого же типа вопрос. Это плохо, что я наслаждаюсь прасадом? Prasad, it tastes so good, and when I eat taking prasad, I'm relishing how good it is. Прасад такой вкусный, и когда я почитаю прасад, я наслаждаюсь, что он такой вкусный. Is that bad? Это плохо. So what are we going to do? During feasts, we're going to go around each devotee. Are you relishing this
Are you getting some personal happiness from me? И что же мы будем делать? То есть, будем ли мы на пирах ходить между рядами и смотреть, так, ты наслаждаешься просадом сейчас? It's like where I'm staying. Или вот там, где мы сейчас живем. After I took lunch, После того, как я принял просад, and the three men, they took prasad. и команда из 3 человек там сели почитать просад. So I said, oh, this is why it's good to have swamis around. Я тогда сказал в Раджавасе, что, о, Раджаси, наверное, поэтому хорошо приглашать к себе с вами домой. Because they don't eat so much. Потому что с вами, как правило, так много не едят. And then there's so much nice prasad. И там остается на кухне столько вкусного просада. So he told me, yes, that's true. Especially if you have no wife. И тогда он сказал, что да, это правда, особенно если у вас нет жены, вам столько достается. So he had such a big gleam in his eyes. У него были такие большие блестящие глаза. I'll always remember that. Я на всю жизнь это запомнил. He did not try to hide it. Он даже не пытался это скрыть. Jai Maharaj, it's so nice that you're here. Джай Махарадж, так хорошо, что вы здесь You're пришли. always welcome in my home. Добро пожаловать ко мне домой. So what, should we persecute him? И что, мы должны экзекутировать его сейчас? Или что? You are trying to get happiness by taking prasad. Ты пытаешься наслаждаться, принимая просад. Maharaj. Take prasad and gradually you will develop the ability for taking prasad simply for Krishna's pleasure. Нет, просто принимай дальше просад. И со временем ты очистишься, и ты будешь принимать просад не для себя, а для наслаждения Кришны. I remember I was in Kazakhstan maybe 4 or 5 years ago Я помню, 4 или 5 лет тому назад я был в Казахстане. with Niranjan Maharaj and Bibi Govinda Maharaj. Я был там с Бхактиведантой Говиндой Махараджем и с Ниранджаной Махараджем. And Govinda Maharaj, he's really so expert in training persons how to cook. Говинда Махарадж очень искусен в том, чтобы обучать преданных искусству приготовления просада. Devastating bhakti. У него просто потрясающая бхакти. So I took, after lunch, I took one sweet and I ate it. После вот того, как я закончил обедать, я взял одну сладость и съел ее. It was made by a cook that he had trained. Эту сладость сделал повар, которого Говинда Махарадж лично обучил. As soon as I ate it, I felt like I was just in another world. И как только я съел кусочек этого просада, я почувствовал, что я улетел в другой мир. So everyone got up after they finished eating. И вот после того, как все закончили кушать, все встали. And I was just wandering around all over, at that time was about 100 acres or something. А я просто, мое сознание летало по всем этим 100 гектарам в то время, там еще было 100 гектаров. Totally like blinded. Меня просто ослепило. I couldn't tell. Where am I? I was looking for all the devotees. Where are you? Where are you? И я даже не мог сказать толком, кто я. Я смотрел на преданных, и кто вы, в общем, такое. 4 hours it was like. Я был в таком состоянии 4 часа. Just for one little bite of prasad. Просто один маленький кусочек просада. That is the power of food that Krishna has tasted. В этом могущество еды, которую попробовал сам Кришна. So it's not really it's not the quantity, it is the quality. Поэтому вопрос не в количестве, а в качестве. But in the beginning, take prasad to your full satisfaction. Поэтому то же самое. То есть вначале принимайте просад до своего полного удовлетворения. And full satisfaction doesn't mean just one bite, it means full belly. И полное удовлетворение означает один кусочек. Полное удовлетворение означает полный живот. Все будет в порядке. So gradually, by
by hearing about pure devotion and trying for pure devotion, it will be ours. И таким же образом, постепенно слушая о принципах чистого преданного служения и занимаясь чистым преданным служением, мы достигнем уровня чистого преданного служения. Почему? Because that's our original nature. Потому что это наша изначальная природа. What does Lord Chaitanya say? Что говорит Господь Чайтанья? Nitya siddha Krishna prem sadhu kabudoy shravanade shuddha chitte koryeudoy. Pure love of Krishna is eternally established in the heart of the living entity. Чистое преданное служение навечно утверждено в сердце живого существа. It's not something that's added from outside. Это не нечто, что добавляется извне, что приходит извне. By the authorized process of hearing and chanting, that pure love of Krishna in the heart is revived. С помощью авторитетного процесса слушания и воспевания эта чистая любовь к Кришне, пребывающая в сердце, выходит наружу. The ladies in Moldova don't ask questions. Женщины в Молдове не задают вопросы. Женщины. Любовь и привязанность. В чем есть отличие? Мы обычно говорим то, что к чему привязано. Как любить не привязываться? Обычно, когда люди привязаны, слабеют, проявляет слабость. В чем это отличие, как Кришна? Love and attachment. What is the difference between love and attachment? On what plane, material or spiritual? Вы спрашиваете про духовный уровень или про материальный уровень? Ну, в принципе, по большому счету нет отличия, что духовный мир, что материальный мир. Well, there is no difference between material and spiritual. Really? Да, на самом деле. Is that what Krishna asks you to see in Bhagavad Gita? Это то, о чем Кришна говорит в Бхагавад-гите. What does Krishna say in Bhagavad Gita? Что Кришна говорит в Бхагавад-гите? He asks you to see the difference between matter and spirit. Он вас просит как раз видеть разницу между духом и He материей. says he has an inferior energy and a superior energy. Он говорит, что у него есть низшая энергия и высшая энергия. Then, when you are most advanced, you can recognize that because all the energies come from Krishna, they are spiritual. И затем, когда вы достигнете высочайшего уровня продвижения, тогда для вас будет актуально не видеть разницы между духом и материей. But if you artificially try to say that now, that's a big mistake. Но если вы искусственно пытаетесь это сказать сейчас, то это большая ошибка. Because then you start to just go, oh, everything is spiritual. Что тогда вы будете ходить вокруг и там мечтать, о, все духовно. You don't have to follow any regular Не надо principles. никакому регулирующему принципу следовать. Here's my spiritual girlfriend. Вот моя духовная девушка, Here's some spiritual vodka. а вот тут духовная водочка. So first, you must see the difference between matter and spirit. Итак, вначале научитесь видеть разницу между духом и материей. It is very difficult. No, it's very easy. Нет, очень легко. Simply by chanting Hare Krishna. Просто с помощью воспевания Харе Кришны. You are able to see what is the reality. Вы сможете увидеть реальность. Okay? Понимаете? Chanting of the Hare Krishna mantra changes your vision. Воспевание Харе Кришна мантры меняет ваше видение. It's true. Это правда. What do you think? Что вы думаете? Почему между любовью и ненавистью один шаг, говорят? Why they're saying that between love and hatred there is only one step? That's on the material platform. Это на материальной платформе. What does Krishna say in Bhagavad Gita? Что Кришна говорит в Бхагавад-гите? All living entities are born in this world, overcome by the dualities of desire and hate. Все рожденные живые существа в этом материальном мире рождаются из чувства двойственности, любви и ненависти. Very soon, desire turns to hate. Очень быстро желание превращается в ненависть. You must have had that experience, yes? У вас, наверное, тоже был такой опыт в жизни, правда? 1 minute, there was some person who said, oh, I love you so much.
В определенный момент вы смотрите на человека и говорите: я так сильно вас люблю. I cannot live without you. Не могу жить без тебя. Right? Да? Then 1 year later, get out of my life! Через год вы кричите там: убирайся из моей жизни. I never see you again, it'll be too soon. Не дай Бог, я тебя очень быстро увижу. Ты попадешься мне на глаза. Right? It's happened, yes? Это случается, не правда? Yeah, everyone knows. Все знают. Very soon, material desire turns to anger. Очень быстро материальное желание превращается в чувство гнева. Because material desire can't be satisfied. Потому что материальное желание невозможно удовлетворить. So therefore there's just a thin line between them. Поэтому между ними есть такая маленькая грань, маленькая линия. Krishna explains this in 2nd chapter of Bhagavad Gita. Кришна это объясняет во 2 главе Бхагавад-гиты. That by contemplating the objects of the senses, eventually there's lust. Созерцая объекты чувств, у человека появляется похоть. There's attachment and then lust. Есть привязанность, есть вожделение. And then there's anger. И затем есть гнев, появляется чувство гнева. Because the desire, the kama, the lust can never be fulfilled. Потому что кама или вожделение никогда невозможно удовлетворить. We have a problem in vision. У нас есть проблема с видением. We think, over here is desire. Мы думаем, вот тут желание, And over here is suffering. а тут страдания. They're so far apart. Они так далеко друг от друга. But actually, they're both the same thing. Они на самом деле соединяются. So the yogi, the genuine yogi can see that. И истинный йоги, он может это видеть. But the fool thinks, oh, way over here is desire, way over here is suffering. They have not much to do with each other. А глупец думает, вот там желание, а здесь, там вот далеко страдания, и они никак не связаны. The whole world is suffering under this illusion. И вот весь мир страдает из-за этой иллюзии. Why are there problems? И они думают, а почему проблемы такие тут? Why are there wars and fighting and environmental problems, economic problems? Почему люди сражаются, почему есть войны, почему есть проблемы с окружающей средой? People are desiring, that's okay. Люди чего-то хотят, да, это правильно. There's this suffering. А потом они страдают. What is the relation between the two? В чем взаимоотношения между этими They двумя? actually don't see a relationship. Но они не видят этих взаимоотношений. But the devotees, they know. Преданные знают. They take knowledge from Krishna. Они получают знания от Кришны. They know. Both things are the same thing. Они знают, что обе эти вещи практически сливаются в едино. What do you think? Что вы думаете? Okay. How many births it will take us to learn this? Well, we have to see. И сколько рождений займет обретение этого понимания? Ну, поживем, увидим. Yes. Да. The first lady to ask a question. Первая женщина в Да, Молдове я задает задаю, вопрос. потому что я задаю искренне. Я живу с мужем 33 года. У нас 3 замечательных детей, у меня 2 внуков. И сейчас у нас так получается в семье, что вот проявление ярости в том плане, что вначале вроде все хорошо, я сколько стараюсь, но никак не могу обратить реакцию обратно. Я просто уже свободна, потому что все 3 детей выдали, замужем, женились. И у меня сейчас такое состояние, что я свободна, что я уже не в долгу перед ними. Я вот хотела спросить, как мне поступать правильно? По отношению к семье, к мужу, когда муж просто не может меня переносить. Ну, я вам говорю истину, потому я спрашиваю. I lived with my husband about 33 years together, and now we have 3 kids and we were grandkids. And now, after this amount of time, we just feel mutual hatred, but at the same time I'm feeling myself free because my kids are grown up, and my question is how to act properly in such a situation as my situation as a present. Situation as a what? At the present. You're chanting Hare Krishna? Но вы же воспеваете Хари Кришну? Да. You're
Coming here regularly? С 94-го года я познакомилась, и вот с тех пор как бы я знаю, читаю. Но муж это не признает, говорит, что я предала религию, что я вначале православие, потому что меня крестили, и все, и я как бы изменник религии, понимаете? Yes, I'm chanting Hare Krishna since 93, but my husband at the same time doesn't accept Hare Krishna. And he's saying that actually I betrayed my Christian religion by accepting devotional service. Your children are all grown up? Ваши дети выросли? Да, взрослые дети, самому младшему 27 лет. Yes, the youngest is 27. Old. Старый. Oh, go on chanting Hare Krishna. Короче, продолжайте воспевать. Increase. Просто увеличивайте количество воспеваний. А что с мужем делать? What shall I do with my husband? Потому что мы живем еще Oh, вместе. let him watch television. Пусть смотрит себе телевизор. During 3 years is enough for a man. 33 года вы достаточно ему уделили времени. Okay. Еще. Ну, достаточно. Хорошо, Ладно. понятно. Ладно, все. Дальше жить. We're going to have some kirtan? Будем петь киртан. Okay.